удивительно, но вопросы, связанные с проблемой вокруг Карабаха, связаны с коммуникациями, получают все новые и новые свое развитие. Сегодня мы уже услышали о неких заявлениях, которые исходили из Брюсселя во время переговоров. Касательно коммуникаций, мы уже отмечали, что вообще вся возня, которая возникла вокруг Карабаха, вся, так сказать, война 20-го года, это война за реки 21 века в районе Передней Азии и Закавказья. Глобальная проблема глобального рэкета 21 века. Ибо через эту территорию будет проходить, как и всегда тысячелетиями проходили, важнейшие коммуникации, связывающие Восток и Запад. Мы уже отмечали, что, собственно, зачем нужны дополнительные коммуникации, которые хотят пробить через территорию Армении, сегментируя ее. Зачем это нужно? Существующие коммуникации абсолютно не загружены. Потому что цель на самом-то деле этих коммуникаций, этих коридоров, о которых мы говорили, это серые схемы, имеющие огромный потенциал в себе. Серые схемы связаны с наркотрафиком мощнейшим, перемещением неучтенного оружия, торговля людьми, торговля органами, торговля детьми. Эти коридоры должны стать внутренними коридорами тюркского мира, в рамках которых должны проходить все эти серые схемы. И все бросились, так сказать, как ястребы. Каждый пытается урвать свой кусок в этом пироге. Я, так сказать, обозначу просто несколько цифр. Объем наркотрафика из Афганистана оценивается порядка 350 миллиардов долларов. Представляете? И каждый из участников пытается там заиметь свою долю. 350. И очевидно, что один из главных выгодополучателей от этого стремится Турция, которой позарез нужны деньги, ибо она на протяжении десятилетий занималась грабежом налево и направо, без конца. Другого, так сказать, больше она ничем не занималась. И вот теперь очередной раз, так сказать, новый тип грабежа – это оседлать наркотрафик, чтобы попытаться спасти свою экономику. Вот, так сказать, цель какая. И рядом с ней все, кто участвовал в походе на Арцах в 2020 году, все участники этой дележки. Абсолютно все. И это очень опасная вещь. Но, к счастью величайшему, есть страны, которые, так сказать, категорически против этого. Категорически против этого. Одна из таких стран является наш сосед Иран, которому абсолютно не нужно это. Ни в коем случае. Иран выступает жестко. Индия, соответственно, Китай. Поэтому страны Востока, им этот трафик не нужен. И вы посмотрите, какие сейчас происходят тектонические изменения. Ведь в течение последних 40 лет бесконечной войной, опустошив Афганистан, эту пуповину индоевропейского мира, они сделали ее страной, которая на самом деле сегодня стала как бы пристанищем вот этого выращивания наркотиков. Но сейчас Афганистан принципиально меняется. Они дошли до того состояния, что сейчас каленым железом афганцы, арийская часть населения афганского, они взялись за страну. Они принудительно заставляют заниматься альтернативной деятельностью, сельскохозяйственной, нежели, скажем, выращиванием пшеницы, а не наркотиков. Вы понимаете, что это делается не с помощью увещевания и душераздирающих бесед, а делается жесткими методами. И вообще я вам хочу сказать, что история знает пока полноценная только одна страна, которая сумела спастись от подобного зла. Это Китай. Она уже за это
может считаться великой страной. Все хорошо знают, что произошло в период властвования Британской империи в Китае. Там были так называемые даже опиумные войны. И эти опиумные войны, в общем-то, привели, по сути дела, к национально-освободительной позже борьбе. И Китай сумел вырваться из этого кольца, но ценой огромных потерь людских. Известно, там, где проходит наркотрафик, население там полностью деградирует. И единственным спасением национальным является физическое устранение этой части населения. Ибо оно отравлено этой заразой, и она больше не несет в себе никаких социальных функций. И это должны очень хорошо понимать и те в Армении, которые думают, что могут воспользоваться подобным. Это будет означать конец социума, там, где проходит наркотрафик. А спасать это можно только одним способом. История не знает других способов, как сегодня проходит в Афганистане. Вот какие игры происходят вокруг Арцаха. Вот какова цена всего того, что происходит. Это очень хорошо надо понимать. А сегодня в Брюсселе вообще зазвучали елейные слова о гуманитарном коридоре в Агдаме для Карабаха. Господа, как может быть Агдам гуманитарным коридором для Арцаха? Вы что, смеетесь? Вы что, издеваетесь? Вы что уже? Глаза ваши, так сказать, от одного ощущения запаха прибыли, который вы можете получить в этом тракте, вам вообще полностью мозги застлило. О каком гуманитарном коридоре может быть речь? Агдам – это традиционный центр серой торговли. Он всегда был таким. Этот центр все время искусственно поддерживался для всевозможных схем, включая советский период. Бесконечная торговля серая шла. Всем, чем хотите. Вот что такое Агдам. Не смешите. И утрите свой аппетит. Карабах не станет дорогой тракта для таких, как вы. Никогда. Это команда.